Друзья, всем привет! Вы на канале Таниколада. Меня зовут Татьяна, и сегодня, отвечая на ваши вопросы из комментариев, я покажу вам, как крепить металлические листочки к проволоке, так, чтобы они держались крепко, надежно и смотрелись красиво. Для примера я возьму несколько вариантов листочков, и мы посмотрим, как можно их закрепить. Смотрите, есть листочки, у которых есть отверстие, вот такое. А есть листочки, которые крепятся вот таким образом. То есть чаще всего это несколько листочков, еще вот с таким креплением, отдельным кружочком. Часто есть листочки большие, и они часто тяжеленькие бывают. Сегодня мы посмотрим, как можно крепить разные листики. Итак, возьмем два листочка с подобным отверстием. То есть у нас прямо в листочке вот эти дырочки. Но крепятся они немножечко по-разному. Давайте разберем сначала вот этот листик. Берем проволоку, вдеваем в отверстие нашу проволочку. Дальше. У нас здесь такой рельеф листика, видите, что много отверстий, и для прочности крепления мы возьмем и проденем хвостик вот сюда. Вот таким образом. Для крепости нашего листочка мы возьмем и второй хвостик, и точно так же в соседнее отверстие мы вот так продеваем. И у нас, смотрите, проволочка наша, хвостики смотрят с разных сторон от листика. Так и должно быть. И теперь мы берем аккуратненько, чтобы не перетянуть, но при этом туго и крепко закручиваем наш листик. Вот, он держится и не болтается. Для прочности я всегда делаю вот так. Когда использую подобные листочки, я вот так слегка прижимаю проволочку плоскогубцами. Но делать это нужно аккуратно, потому что так, если передавить, можно сломать проволоку. Теперь у нас есть вот такой листочек. Как вы видите, в нем нет дополнительных отверстий, как в этом. Соответственно, крепить мы его будем следующим образом. Мы берем, продеваем его. Тут я отмерю расстояние себе. Теперь снова вставляем хвостик в это же отверстие. Смотрите, каким образом располагается проволочка, только что, которую мы вдели. Она у нас сбоку. Не посередине вот тут вот листочка, а сбоку получается. Теперь мы стараемся сделать так, чтобы она там и была. То есть нужно потуже затянуть. Но имейте в виду, что если вы перетянете вот об этот уголок, он как бы остренький, и проволока может порваться. Вставляем еще раз нашу проволочку. Давайте сделаем вот таким образом, с другой стороны от основания. Вот так. Вдеваем. Снова сюда же. Чтобы здесь у нас сбоку было тоже зафиксировано. И дальше совмещаем просто наши два хвостика. Закручиваем листочек. Вот таким образом. И листик тоже не болтается. И снова берем и вот так чуть-чуть поджимаем нашу проволочку. Листик закреплен, и он не болтается. Вот таким образом можно крепить такие листочки. Теперь давайте посмотрим на другом примере. Вот есть вот такие листочки у нас. Как их крепить? Смотрите. Значит, можно крепить сразу два. Там по расстоянию между листочками, смотрите, как вам нужно. Я вот, например, вот так вот их чуть-чуть соединю. Берем кусочек проволоки. Я продеваю в наше отверстие проволочку. Дальше. Что мы делаем? Беру хвостик один и обматываю вокруг основания. Вот так. Делаю один оборот, можно два. И дальше завожу проволочку за листочек. Она у нас уже не размотается. В принципе, этого достаточно. Если хотите, можете для прочности сделать то же самое со вторым листочком. Можно прямо сразу вот так вот вокруг листика обвести. Концы нашей проволочки смотрят с разных сторон от листика. И мы вот так закручиваем. Вот. Листик держится, не болтается. Точно так же
берем, поджимаем проволочку. Можно крепить так. Возьмем другой вариант, рассмотрим. Например, вот такие листочки. Крепление то же самое, но можно сделать вот так. Мы берем и отрезаем один листочек, например, если нам нужен всего один. Но отрезаем его с хвостиком. Сейчас, минутку. Вот. Отрезаем с хвостиком для того, чтобы мы могли взять и вот так вот хвостик загнуть. Я загибаю хвостики на изнаночную сторону и оставляю немножечко расстояния для того, чтобы туда я могла продеть проволоку. Берем наш кусочек проволоки, и я как бы нанизываю этот листочек на проволоку. Цепляем за этот крючок. Вот так. Теперь, если у нас проволочка одна, можно обмотать еще раз аккуратно, чтобы просто было надежнее, потому что тонкая проволочка может порваться. Это у меня проволока 0,3 мм толщиной. Немножко сильно зажала, но ничего страшного. Вот так. Продеваю дважды. Беру плоскогубцы и поджимаю хвостик. А дальше закручиваю как бусинку. Вот таким образом. Все держится, ничего не падает. Рассмотрим еще вариант. Например, возьмем один листик из вот этой троицы. Казалось бы, мы можем продеть сюда проволочку, также обмотать вокруг основания, если нужно. Мы можем обмотать вот здесь, через вот этот листочек или вот этот листочек. И обматываем вокруг основания. Потом выводим концы на разные стороны и закручиваем проволоку. Можно точно так же отрезать. Отрезать либо вот так. Оставим хвостик. И точно так же зажмем и прикрепим к проволоке. Вот так. Зажимаем. И делаем то же самое, что и делали вот с этим листочком. Либо мы можем отрезать под корень, оставив просто вот такой листочек. Берем. Точно так же, как вот с этим. Только здесь у нас нету дырочки. Мы берем, вдеваем в одно отверстие. Отмеряем расстояние. Дальше вдеваем во второе отверстие рядом. Вот сюда. Затягиваем. Хвостики у нас с разных сторон от листика. И закручиваем. Листик маленький, легкий. Достаточно обмотать один раз. Вот, тоже держится. Еще вариант. Когда мы можем использовать сразу как бы два варианта крепления. Возьмем вот такой листочек. Он маленький, но слегка увесистый. Что мы можем сделать? Мы продеваем вот в это отверстие проволочку. Нанизываем наш листик. Отмеряем нужное расстояние. Далее оборачиваем вокруг основания. Вот так. Сделаем, например, 3 оборота. И дальше закручиваем наш листочек. Можно оставить так. Он тоже никуда не падает. А если, например, нужно, если вам недостаточно силы крепления, можно вот так еще загнуть хвостик назад. И вот он у нас держится крепко. Основание и обернули, и загнули, и он надежно там листочек зафиксирован. Можно делать таким образом. Все остальные листочки, в принципе, крепятся по аналогии, как и те, которые мы уже закрепили. Также есть листочки вот такие, они побольше, потяжелее, и для них крепление будет следующим. Здесь есть ушко, вы уже знаете, как работать с ушком, но особенность в том, что листик тяжелый, поэтому нужно использовать проволочку потолще, например, 0,4 мм, либо я использую 2 проволочки толщиной 0,3 мм. Я складываю их пополам, продеваю вот таким образом. Дальше, что мы делаем? Также оборачиваем вокруг основания несколько раз, хорошо подтягиваем, чтобы оно точно держалось крепко. Для надежности я обмотаю аж 3 раза. И продеваю хвостик, они у нас сейчас находятся с одной стороны кончики. Вот этот мой хвостик состоит из 2 проволочек, и я эти 2 проволочки возвращаю на лицевую сторону.
вытягиваю аккуратно, чтобы вот здесь у меня не осталась вот эта вот петля. Вот так, подтягиваю хорошо. Теперь у меня проволочки с двух сторон от листика. И крепко закручиваю проволоку. Вот, смотрите, листочек тяжеленький, но он держится, не прогибается и находится на том месте, как он должен быть. Вот таким образом можно крепить листочки, которые потяжелее. Есть также листочки большие, которые вот так вот более длинные идут. Их можно крепить вот точно таким же образом. Но смотрите по толщине проволоки, которая сможет удержать эти листочки. Надеюсь, этот мастер-класс был для вас полезен. Смотрите больше моих уроков в плейлисте «Открытые уроки» и прочие мои видео, в которых я тоже рассказываю много всего интересного. Ставьте лайки, пишите свои вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых видео, увидимся!